dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. तो झूमो, तो नाचो, और मेरे साथ नाचो. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы снова на канале Киногост. Танцор диска 1982 года «Диско Денсер» – индийский музыкальный фильм на языке хинди, снятый Баббаром Субхашем. Сейчас фильм считается классикой жанра и наиболее известен по песням «Гору Кия Ней Калаки», «I am a Disco Dancer» и «Джимми Джимми Джимми Айджи». Фильм «Танцор диска» был переснят на 3 языках – на тамильском по Адам Венем Пери 1984 года, Телугу «Диско Кинг» 1985 года и Панджаби «Диско Денсер» 1987 год, Пакистан. Ты уже совсем взрослый, а все ешь из материнских рук. Тебе не стыдно? Очень стыдно. Но когда ты меня кормишь, еда вкусней? Ма, я, может быть, стану знаменитым певцом? Меня признает тот город, где мы столько страдали. Ну и на приеме мэра я буду есть из твоих рук. «Танцор диска» впервые был показан в СССР в 1983 году на 13-м Московском международном кинофестивале, выйдя в широкий прокат лишь в июне 1984 года, сразу завоевав огромную популярность. Его посмотрели 60,9 миллиона зрителей и занял 8-е место по посещаемости среди зарубежных лент. Сюжет картины можно сравнить с песней про босоногого мальчика Леонида Агутина, только в фильме мальчика иногда бьют, и он не остается в долгу перед своими обидчиками. В СССР картина стала без преувеличения культовой. Практически все трудоспособное население страны посмотрело фильм «Танцор диска» с Митхуном Чакраборти. Развитой социализм уступил место эпохе диска и индийских фильмов. Фильм «Танцор диска». Актеры и роли. Митхун Чакраборти, Анил, Джимми, уличный танцор, звезда диска. Ким Ешпал, Рита Оберой, возлюбленная Джимми. Гита Сиддхарт, Радха, мать Анила. Ом Шивпури, Оберой, отец Сэма и Риты. Ом Пури, Дэвид Браун, импресарио Сэма, затем Джимми. Калпана Айер, Ники Браун, дочь Дэвида. Каран Раздан, Сэм Оберой, сын Обероя. Раджеш Ханна, дядя Раджу. Юсуф Хан, Баска Калем, бандит, выполняющий поручения Обероя. Боб Криста, международный убийца Кханга. Чандра Шекхар, мэр Рави Ханделвал. Гаури Верма, Доли Ханделвал, дочь мэра. Мастер Чхоту, Анил в детстве. Бэйби Пинки, Рита в детстве. Юнус Парвез, Рахим, сосед Джимми в детстве. Пускай эта песня убаюкает меня, словно колыбельная. Да, ой. ना सोना ना चांदी गीतों से हमको प्यार. Настоящее имя главного героя Анил. Псевдоним Джимми он получил, когда уже стал знаменитым певцом. Однако, когда фильм показывали в СССР, имя Анил сразу заменили на Джимми. В советском издании «Диско Денсер» 1982 года были укорочены сцены танцев и удалена одна сцена. Песня «Джимми Джимми Джимми Айджи» является кавер-версией «You're OK», хита группы «Оттаван» 1980 года. Другая песня «I am a Disco Dancer» написана под явным влиянием песни «Диско» той же группы. Песня Кришна Дхарти Пей G2 является кавер-версией песни Джереми Фейт «Jesus» 1971 года. Также звучит оригинал песни и в комнате главного героя.
После премьеры фильма актер Митхун Чакраборти и его Джимми стали мегапопулярными в Южной Азии и Советском Союзе. Одноименная песня I Am a Disco Dancer стала вирусной в Китае и даже получила награду. В 2007 году британская певица Мия сделала кавер-версию песни Джимми Джимми Айджа Айджа для своего альбома Кала. Музыка этой песни также использовалась в фильме Адама Сэндлера «Не шутите с Зоханом» 2008 года. Кавер-версии Джимми Джимми были также от других международных музыкантов, в том числе хит 1998 года «Джимми» российской группы «Руки вверх», Джимми Джимми российских исполнителей DJ Sloan и Angel A, а также кавер-версия тибетского художника Келсунга Метока. Альбом Майкла Джексона «Триллер» был выпущен 30 ноября 1982 года, в то время как «Танцор диско» был выпущен 10 декабря 1982 года. Альбом «Триллер» и фильм «Диско Дэнсер» стали очень популярными у молодежи, и Митхуна Чакраборти тогда называли индийским Майклом Джексоном. В фильме за Митхуна Чакраборти поет болливудский певец Виджей Бенедикт. Исполнительница роли Риты, актриса Ким Ешпал, постоянно ссорилась с режиссером Баббаром Субхашем. В конце концов, Баббар сократил ее роль, объяснив это тем, что фильм «Танцор диско» был бы очень длинным. Эпизод фильма с песней I Am a Disco Dancer был записан на студии Netrey Studio в Мумбаи за 3 дня. Были сняты сцены с танцами и общим планом зрителей. После этого начались съемки массовых сцен на студию Filmstain в Мумбаи. Нам деньги не нужны. А что же? Ты бы лучше составил нам компанию. Посидел с друзьями. Я не пью. Совсем? А, я понял, он не пьет дешевого вина. Употребляет только виски. А у нас, простых смертных, существует закон. Пей все, чем угощают. А не можешь, отдай товарищу. «Танцор диско» 1982 года. Первый индийский фильм, кассовые сборы которого превысили 13 миллионов 557 тысяч долларов или 1 миллиард рублей. Ни одна из известных актрис не захотела сниматься с малоизвестным Митхуном Чакраборти в «Танцоре диско». Тогда актер Дэнни Дедзонгла предложил режиссеру взять на главную роль Рита его девушку Ким Ешпал. Когда Ким получила роль, некоторые участники съемочной группы пытались добиться замены актрисы. Митхун Чакраборти настоял на своем и потребовал, чтобы она осталась в фильме. У фильма «Танцор диско» характерная для тех времен озвучка драк. Есть версия, что звуки ударов имитировали, кидая кусок сырого мяса об стол. Предтечей «Танцора диско» можно считать голливудский фильм «Лихорадка субботнего вечера» 1977 года с Джоном Траволтой, ознаменовавший эпоху диско и имевший громкий успех. Есть интересная история, как один парень из глубинки записал песни из «Танцора диско» на кассетный магнитофон «Весна» и впоследствии прогуливался с этим кассетником на плече по главной улице своего населенного пункта, ощущая себя практически самим танцором диско. Такой нам не нужен! Такой нам не нужен! Убирайся! Мы хотим Сэма! Начинайте. Бросайте! Вот так! Спасибо. И вторую тоже. Будет пара. Фильм «Танцор диско». Сюжет. Анил с самого детства был уличным певцом, выступавшим вместе со своим дядей Раджу. Но однажды его семья столкнулась с богачом Обероем, который обвиняет его мать Радху в воровстве, и женщину сажают в тюрьму. После того, как она вышла из тюрьмы, Анил с матерью покинули родной город. Прошли годы. Дэвид Браун, импресарио Сэма, сына Обероя, известного диско-певца, ссорится с Сэмом, но находит на улице Анила, делая из него новую звезду сцены. Анил получает сценическое имя Джимми. С концертами он возвращается в родной город и видит, что бедняцкие кварталы, в которых он вырос, будут снесены по велению Обероя, который выкупил эту землю. Джимми знакомится с дочерью Обероя Ритой, не сразу узнав в ней ту девочку, с которой он когда-то танцевал на улице. Я пришла за автограф. Я не вижу альбома для автографов.
Джимми и Рита влюбляются в друг друга, но Аберой решает помешать их отношениям и разрушить карьеру Джимми. Он нанимает бандита Баска, чтобы его шайка избила Джимми. В следующий раз Аберой привлекает наемного убийцу Кханга, который предлагает на концерте, когда Джимми попросит спеть последнюю песню под электрогитару, пустить по струнам напряжение в 5000 вольт. Про готовящееся покушение узнает мать Джимми, которая приезжает на концерт и погибает, схватив гитару раньше сына. В шоке от смерти матери, Джимми не может и не хочет больше петь. Тем временем ему предлагают выступить на международном конкурсе диско-певцов. Выйдя на сцену, Джимми затравленно смотрит в зал. Рита решает помочь ему, исполняя песню «Джимми, Джимми, Джимми Айджа». «Иди сюда, Джимми». Внезапно на трибуне появляется дядя Джимми Раджу, который напоминает ему о тех песнях, которые они пели, когда Джимми был ребенком. Джимми приходит в себя и блестяще выступает. Баска и Ханга с сообщниками расстреливают зрителей на трибунах. Дядя Раджу спасает Джимми, закрывая его от выстрела, но сам умирает у него на руках. Джимми приезжает в дом Абероя и мстит всем членам банды, а Аберой погибает, попав под электрический ток. Хорошо, 7. Ну что ж, берите. 7 миллионов 3. Что вы сделали, господин Аберой? Купили 100-тысячные акции за 7 миллионов. Вы так можете разориться. Да. Этого-то я и хочу. Чтобы ты ходил по городу, как последний нищий. Индийские фильмы любили у нас задушевность, детскую наивность, сказочность и всенепременно побеждающую справедливость в победе добра над злом. «Танцор диско» 1982 года – типичное индийское кино и замечательный пример наивной романтической сказки для взрослых с песнями, танцами и мордобоем. Но есть одно «но», которое выгодно отличает для меня «Танцора диско» от массы подобных творений. И это заглавная песня картины «Гора Кия на Икало Ки», которую исполняют Джимми и его дядя Раджу во время уличных выступлений. Только ради этой мелодии я иногда пересматриваю начало фильма. Фильм «Танцор диско» для многих его преданных поклонников в любом случае останется знаковым и будет многократно пересмотрен. Если оценивать фильм объективно, то его уровень явно ниже среднего. Тогда что же заставляет нас пересматривать этот фильм еще и еще? Наверное, неутолимое желание познать ту эпоху 80-х, эпоху диско, шикарных танцевальных номеров, красивой любви и настоящей дружбы, того, что осталось там, за кадром, и куда раз за разом возвращает нас Митхун Чакраборти и его «Танцор диско».